Паладин. Символ веры, чести и справедливости. Но... Еще! Да не еще! Да не еще! Да не еще! Все снаряжение можно получать только через гэмбл. Гэмбл — это покупка предметов вслепую. Платишь кучу золота и молишься, чтобы выпала не помойка. Сразу прикинул, сколько нужно денег на первое приобретение. Отправляемся в Кровавое болото, затем в Логово зла. Будем добывать шекели, подбирая и продавая все, что стоит дороже 5 копеек. Весь этот хлам отправляется торговцу. Проперженные ботинки, ржавые стрелы, зубочистки. И наш первый занос — кожаная броня. Атакующий получает 1 урон. Выпал талисман на 1-2 урона огнем, на вырост. Убиваем трупный огонь, зачищаем пещеру, сбагриваем весь хлам. И на вырученные деньги покупаем перчатки. Плюс 1 к силе. Гэмбл зависит от уровня персонажа, так что сейчас рассчитывать особо не на что. Наша задача просто закрыть все слоты экипировки. Выходим на холодные равнины, лутаем бомжей, продаем лут бомжей, покупаем ботиночки. И это первая желтая шмотка. Аффиксы, правда, максимально смешные с самопочинкой и что-то по мелочам там. Приятно. Через какое-то время цикл повторяется, покупаем шапку, плюс 1 к энергии. Следом добираем кушак, самопочинка, опять. Ныряем на погост. Добираемся до Кровавого Ворона. После пары десятков промахов нашего подпивасного пала, наконец-то ее убиваем. Снова идем к гиду, покупаем броню. Самопочинка. Сколько можно? Заглядываем к Бишебушу, после чего со спокойной душой врываемся в каменистое поле. Здесь буду ждать 5 камней с Раканишу. На фоне проверяю силу депа, очевидно наш воин света проходит, и птица была уничтожена. По отработанной схеме сбагриваем весь найденный хлам в ломбард, тариваем микрощит, 5% резиста яду, спасибо папаша. Всяко лучше стартового, который мы только что продали за червонец, без шуток. Покупаем скимитар, 1 урон холодом. А вот Раканишу. В моменте было близко. Мог случиться максимально ранний позор, но нет. Минус Раканишу. Инвентарь забит интересными штуками. Это значит на продажу. Один раз скажу по прокачке персонажа. Мы качаем священный огонь. Он дает нам кучу урона огнем, а также понемногу дамажит врагов пассивно. Добираемся до подземного прохода. Местные встречают нас без особого гостеприимства. Увы. По голому паладину молнии прилетает слишком больно. Возвращаемся к гиду, покупаем шапку. Плюс 1 к энергии. Следующее тоже плюс 1 к энергии. И следующее тоже. Как в казино карты могут быть по-другому разложены? Ты чё, дурак, блядь? Плюс сундук. Игра поняла, что я все проиграл, и выдала бонус за возвращение. Вылезаем в темный лес, сносим зеленую женщину. Отсылка к первому видосу, советую глянуть. Возвращаемся в родные слоты. Перчатки на выносливость. Новый шлем, на этот раз не на энергии даже. Немного рейтинга атаки и резист к яду. На изичах отбираем свиток с расшифровкой камней. Инста-катапультируемся в каменистое поле и тыкаем последовательность. И вот мы в Тристраме. Взрываемся на удачу, очевидно, и бежим спасать деда. Декарда Кейна. Не без проблем запинываем деда кузнеца Гризвелда. Чувством выполнено долго, возвращаемся к слотам. Выпадает щит с быстрым восстановлением после удара. Кольчуга с самопочинкой на месте. Челты. Вступаем на локацию Черная топь. Судорожно оббегаем ее в поисках вейпоинта и башни графини. Делаем перерыв на додеп. Сабля с дополнительным уроном молнии. Это нам надо. После такого морального буста башня сразу нашлась. С 2 ног пролетаем сразу на 5-й этаж графини, убиваем ее и лутаем руны. Заодно видим, что ставка зашла, открывается сундук с выигрышем. Собираем золото, очевидно для чего. Бежим в монастырь, попадаем в бараки. Здесь кузнец и молоток Чарси. Увы, в ломбард его сдать не получится, квестовый предмет. И награда за квест нам вряд ли пригодится. Но все же возвращаем ей хардрийский молос. Пусть будет. Чем? В тюрьме встречаем элитную пачку. Все-таки укается наш нулевой риск молнии. Увы, отправляемся к праотцам. Этого в планах не было, поэтому я не открыл портал в город заранее. Что ж, бежим на своих двоих. Справляемся с обидчиками. В соборе все спокойно.
В катакомбах откидываемся от зомби. Ладно. Расправляемся с ним. После чего несемся к Андрею. Убиваем его буквально за 12 секунд, не минут, как в прошлом видосе. Шок. Хватаем все с нее на продажу, слушаем пафосную реплику Пала. My work here is finished. Как-то очень дружелюбно все было. Едем дальше на восток, в лут до деп. Первым делом несем на бар шикарный посох. После чего идем депать в Казиныч. Покупаем кольцо. Не самое хорошее решение было, но очень хотелось что-то это сделать. Но вообще, на самом деле, кольцо на рейтинг атаки и дополнительное золото с врагов сейчас очень даже неплохо. Покупаем новую обувь и перчатки. В общем, мне впадло дальше звучит что-то несущественное, если что, читайте сами. Добираем топор, там тоже дополнительный урон молнии. На 21 роле выпадает уже что-то неплохое. Пояс. Дает 6 регенерации, 10% быстрого восстановления после удара и еще по мелочам. Потом спускаемся под землю, ибо... Очень легко в этот раз пробегаем сразу к Радаменту, минуя трудности. Священный огонь жжет. Находим Радамента, убираем его с пути. Лутаем книгу на плюс навык, а также харадрический свиток для деда. Продаем пожитки рабов из канализации. Прячем деньги в сундук. Ныряем в чертоги мертвых. Находим вейпоинт, пинаем кувшины. Блять, да пошла на... И там такая булечка выпала. 2-3 урона холодом, 15 урона ядом в секунду. И это во втором акте. Да я бы в прошлом видосе, советую глянуть, кстати, за такой бы убил, бля. Сейчас же мы не так зависим от талисманов, но в любом случае приятно. На фоне я покупаю шматье, но ничего особенного. Шапка на плюс энергию, моя любимая. Перебираю шмотки, в итоге покупаю броню посерьезней. Возвращаемся в чертоги мертвых после такого захода. Продвигаемся к сундуку с харадрическим кубом. Делаем перерыв, ролим меч на 1 больше урона. Хватаем куб, собираем тугрики. Переходим в дальний оазис. Попадаем в логово Макриц. Собираем все тупики. Делаем это дважды. Без проблем спускаемся на 3-й уровень. Убиваем этого. Берем посох королей бесплатно. Потемнело. Значит, самое время пойти на разборки со змеями. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Чувствуется, что у персонажа куча урона, но зелья лечения слабоваты. Да и защищены мы не особо хорошо. Еще в первом акте по этой причине я немного излишне торопился местами, но так делать не стоит. Покупаем зелье про запас. На слоты деньги всегда найдутся, а вот на банке приходится раскошеливаться через силу. В самом конце локации находим спуск. Расправляемся с массовкой, потом с пары тычек сносим главного змея. Хватаем амулет, крафтим харадрический посох. Нам выпадает очередной талисман на доп урон в этом акте. Даже почти стыдно за это. Спускаемся в гарем, подземелье, выходим в магическое убежище. Призыватель не доставляет никаких трудностей. И таким образом оказываемся в каньоне магов. Заходим в нужную гробницу. Проигрываем в казино. Выпадает слабенький амулет на снижение маг урона на 1. The blood quickens. С небольшими осложнениями пробиваемся к цели, втыкаем посох в землю. Покупаем и жираем кучу зелий. Инвестиции в выживание. Заходим в хату к Дуриэлю. Прикиньте, у нас даже не сносит за 2 успешные тычки. Круто.
Да и в целом мы его православно танкуем даже. Местами, конечно, все равно пришлось побегать кругами. Но обошлось без смертей на нем. Зелье лечения хватило впритык. Успех. Второй акт оказался неожиданно быстрее, зато кошелек пострадал сильнее, чем паладин. Третий акт прямо по курсу. Вступаем в город Слоты Кураста. Проебываем 50 тысяч на бесполезное кольцо, как обычно. Сдаем в ломбард пару зелий, потому что на шлем не хватает. Лутаем шлем на резист к огню 15%. Будет актуально. Выходим из города наконец. Хорошо, что это сундуки, кстати, остались наверху. Да ты чё? Убиваем элитную обезьяну. Perhaps I could trade this for something more valuable. Блять, вы это сами слышали. Наш пал буквально говорит, что может обменять это на что-нибудь ценное. Кто-то еще сомневается в диагнозе? В итоге мы меняемся на 20 постоянных хп. Имхо 20 хп как-то маловато будто. Не суть. Спускаемся к паукам, хватаем глаз Халима. Первая реликвия для создания величайшего артефакта, который поможет добраться до Мефисто, у нас есть. Дальше ненавистные одинаковые джунгли. Давайте просто максимально скипнем. Место продвижения дальше находим на окраине мира сундук с чьим-то выигрышем. Идем в город, продаемся, огребаем от микрочелов, выходим из окружения. Выкашем их всех. Тратим кучу бабла на новый нагрудник. Защиты много, но сопротивление к стихиям у нас прям страдает. Щиты по ножу тоже ничего значимого не дают. Башенный щит нам вообще не по статам. Перчатки на 2 силы. Да. Заваливаемся сюда, чтобы отобрать Гидбин. Священный кинжал. Прибегает стража из-за экрана, желающий услышать пояснение за мой кучерявый мув. У них почти получается разбить ебучку, но не сегодня. Далее спускаемся в подземелье живодера. В одном моменте было тяжко с пачкой призраков, но в целом нормально. Расправляемся с... чутка обуглившись в процессе. В сундуке мозг Халима. Все 250 IQ. Сдавал квест из Шари, в награду дали брата по свету. И избавляемся. Больно в ноге! Увы, нас тоже чуть не пустили на угли. Все, убиваем булдыгу, что охраняет выход из болот. Попадаем в Нижний Кураст. Отпразднуем это ебейшим заносом в Казиныч. Башенный щит нам теперь по размеру. Микрорезист к яду. Ну окей. А вот покупка амулета была ошибкой. 10% скорости каста. Опал не шибко-то колдун. Складываем золото в тайник. Там же вы могли увидеть шмотки. Это инвестиции. В игре с каждым актом максимальная цена продажи растет. То есть сейчас я уперся в потолок 15 тысяч, а в следующем акте смогу продать их уже вплоть до 20. На фоне находим том для деда, получаем статы, депаем тут же. Перебирая оружие, то урона мало дает, то ловкости не хватает. Пока хватит. Скидываемся в сундук. Заползаем в сигнатурную канаву, обходим ее, спускаемся ниже. Находим там сердце Халима. Идем в Травенково. Убиваем членов совета. Резист огня у нас слабый, но как-то не больно. Из 4 собранных реликвий крафтим волю Халима. Разбиваем неотразимое око. Проход дальше открывается. Под сильным замедлом пал добиваю членов совета. Выпадает уникальный нагрудник. Я говорю, что-то с дропом палу везет. К сожалению, продаем. Спускаемся уже почти к Мефисто. Я чуть не пиздюливаюсь от деда, пока шарюсь в инвентаре. Добираемся к Мефисто. Все должно было идти неплохо, но нулевой резист молнии передал нам привет. Я его загнал в дверной проем.
Там его колдунства до нас уже не долетали. Умом. Ну и забиваем его быстренько. Из проблемного только блока яда и тычки лорда ненависти. Мы переживем. Все, конечно. Денег ушло еще больше, по времени примерно тоже. Крепость Пандемониум. Перед тем, как делать полный газ-ват, конвертируем инвестиции в ДДЭП. Покупаю топор, осознаю, что у нас столько ловкости никогда не будет. Покупаю амулет на всю котлету, магический урон снижен на 2 по персонажу. Фон. Прогрессия. Раньше был на 1. Покупаю цирклет, но что-то мимо. Обувь на плюс скорость немного. Из-за помутнения покупаю меч. Почему-то подумал, что клеймор в одной руке можно. Шиза. Урона неплохо, но лишаемся щита. Ладно, не беда. Пробую Бастер Сворд. Аналогично. Он двуручный. Костяной шлем. Самопочинка. Все, хватит. Полный газ-ват. Произошел настолько нереальный тормоз, что я опешил. Наши героические 15% резиста от огня не помогают. А сами Веном Лорды очень хорошо защищены от огня. А мы буквально только им и дамажим. В общем, они будут занозой. Нам остается только переключаться между аурами. Да, без священного огня у нас буквально 0 урона, но зато под аурой защиты от огня мы можем пожить. Продаю перчатки с надеждой добрать резист огню, но нет. Находим Изуала. Он ничего не может противопоставить. Мужик на демоне с кучей хп. Он даже не поливает нас огнем. Убиваем его. Тирель награду даст 2 очка умений. Продвигаемся по реке пламени. После амазонки без всего глаз радуется, как мелкие мобы сгорают вовсе без участия паладина. Покупаем пояс, с ним мы можем таскать максимально возможное количество хилок. Длинный меч нам не по статам. Ботинки уменьшают вдвое время заморозки. Может быть, пригодятся потом. Перчатки на плюс лаве. Такое. Нас убивают, а не мы. Здесь я утомился, что персонаж так быстро утомляется. И приходится ходить пешком вместо бега. Будто броня супер тяжелая. Я полез искать. И так и оказалось. Почему я только сейчас об этом узнал? С кузнецом 0 проблем. Защищаем бомжей и его самого. Разламываем молотком камень души Мефисто. Лутаем драгоценности. Покупаем новый пояс. Там свойство 5% при получении удара прокнет Фрост Нова, то есть урон холодом по Веном Лордам. Ништяк. Новые ботинки, дают кроху резиста молнии. На всякий случай старый сохраняю. Активирую последний вейпоинт здесь. Входим в цитадель Диабло. Сразу на входе видим шрайн на резист молнии. Очень может пригодиться на боссе. Рыцари Рока захавали пала, резисты подводят сильно. Порталы не оставил что-то, пришлось бежать ногами обратно. Нас снова захуярили. Попытка исправить положение, покупка щита. Там сопротивление молнии 17%. Это однозначно пригодится. Неистово потеем на Веном Лордах, переключаем ауру туда-сюда. Если кто-то не понимает, в чем соль, то отвечу. Только одна аура может быть активна за раз. Активирую 2 печати. Раскидываю грозовых кастеров. Бля, ну как сказать раскидываю? Там у чемпиона иммун к огню, значит мы едва ли своим огнем можем дамажить. Но мы нынче никуда не спешим, держим ебучку безопасности. Успех. Активирую следующие 2 печати с Веном Лордами. Неудачно переключаю ауру, и нас просто разрывает. Портал в сделку не входил, поэтому пиздошим обратно пешком. Снова нас дуло от огня. В следующий раз даже до пожилого тела не дали дойти.
Тем не менее, постепенно уменьшаю их количество. И убиваю мастера огня Веном Лордов. Аура разрешала. Перчатки, самопочинка, классика. Следующий на более редкий лут. Бесполезно. Следующий наказ заряженного снаряда при получении тычки. А это круто. Диверсификация урона нам сейчас очень нужна. Все, последняя печать. Рыцари Рока нас безапелляционно захуярили что-то. Судорожно пытаемся наконец зачистить этих последних челов перед Диабло. Снова крах. Наконец-то это получается. Первое танкование молнии и басосины прошло успешно. А, точно. Теперь у нас 3 ауры. Появилась на резист к молнии. Пару раз все-таки дьявол ловит на анимации атаки, но ваншота не происходит. Это охуенно приятно. В общем, так мы его и будем ковырять, переключаясь между 3 аурами. Не совсем понял, почему нас стерло. Я вроде не так поздно переключил ауру. Допустим. Далее у Диабло ебейшая расхостовочка, 4 залпа молниями. Ты чё, дядя? Мы потихоньку доджим смерть, пьем бутылки, отбегаем от потока электричества по возможности. Там побольше 220 будет. Увы, был слишком близко к нему. Не размансил. Еще и банка не нажимала что-то. Все-таки молния пробивает даже высокий резист. Досадно. Устал уже от него. Киданули еще разок. Тороплюсь немного. Снова нам ломают кабину. Пришлось продать драгоценности, чтобы на бутылке хватило денег. Вижу дома драгоценностей и в ломбард бегу быстрее. Все, победа. Прошли на удивление быстро. Учитывая, что мы пришли к Диабло всего на 24 уровне, получилось вообще неожиданно уверенно. Let Diablo's death end the reign of the three. Пятый акт. Снова превращаем инвестиции в додеп. Докапываемся до Нилодака, закупаемся топором. Пойдет. Дальнейшие покупки не представляют ничего ценного. Только щит с резистом 16% к холоду сохраню. Кольцо на плюс 2 к минимальному урону — это отдельный мем. Сапоги тоже решил сохранить из-за короткой заморозки персонажа. Меч помойный. А вот игры с цепом — это полный газ. У паладина скорость атаки цепом очень быстрая. Учитывая наш огромный урон огнем, это нам на руку. Примеряя пушки, оставляю цеп. Ролю и сравниваю еще цепы, но шляпа. Пролетаем кровавое предгорье, сразу к Шенку на смотрочку, его работягам. Устраняем всех. Идем сразу депать. Закрепить успех. Кольцо. Может прокнуть нову при получении удара. Сомнительно, но окей. Убиваем Элдрича. Перезаходим. Убиваем еще раз. В общем, я решил его немного пофармить, потому что с опытом какой-то коллапс. А за эту пачку исконно дают много опыта. Очевидно, надо сделать передышку. Была куплена шапка, ничего примечательного. Перчатки, плюс немного ловкости. Сапоги, резист к огню 14%. Неплохо. Новое кольцо, снова шанс прокнуть нову и резист холоду. Вот это уже звучит приятней. Не расслабляемся, идем снова убивать Элдрича. Покупаем перчатки. Плюс 1 ко всем скиллам ветки копья и дротиков. Охуеть, жаль мы не амазонка. Следующие перчатки выпадают на антияд. Другие на плюс 1 ловкости. Следующие на починку. Ладно, хватит пока слотов. Продаемся. Next перчатки на прок заряженного болта притычки. Берем. Меч на яд продаем. Наконец-то желтый щит. Это мне!
Дает кучу резистов понемногу. Помойные перчатки. Инста продаем. Перчатки на резист яд 29%. Неплохо. Спускаемся на следующую локацию. Освобождаем Fucking slaves. и еще одних. Перерыв на слоты, а то дофига всего делаем. Перчатки на ловкость ерунда. Сапоги на более редкий дроп тоже. Перчатки на крохи рейтинга атаки. Обратно в ломбард. Шапка на защиту. Что это за серия лузов? О, нихуя, наныл, чешо. Желтые перчатки. Дают всего максимально понемногу, но в сумме приятно. Наверное, самое приятное это заряженный болт 4 уровня, может прокнуть. Шлем, немного резиста к огню, на продажу. Маска на крохи яда, на продажу. Обувь на ускорение ходьбы и бега. А где же что-то нормальное снова? Ладно, пока хватит. Смотрите, какие у нас теперь резисты. В 4 акте просто были буквально 15 от огня и 15 от яда. А сейчас во. Освобождаем последних заключенных варваров. Месим бомжей, пытаясь продвинуться дальше. Что-то все взрываются, от персонажа самого спецэффекты. Проползаем в ледяные пещеры. Сразу же в ледовый ход. Активируем вейпоинт. И идем обратно в сторону замерзшей реки, чтобы освободить Аню. Нила-то, кстати, пропал, поэтому казино закрыто пока. Зарплата в безопасности до спасения Ани. По пути к Ане было слегка прохладно. Убираем с пути морозных чудовищ. Освобождаем Аню. Съедаем свиток на резист, что дали в награду. И депаем в слоты у Ани. Цеп. Не, на свалку. Желтый пояс, что дает крохи резистов к огню и яду. А давай. Амулет не стоил своих денег. Следующий амулет уже интересней. Рейтинг атаки, резист к холоду, половина длительности заморозки. Новый цеп. На старую помойку. Шлем. Желтый. Снова привалило резистов. Шанс прокнуть морозную нову. В общем, шикарно. Полный газ попускать бывшего крупье по имени Нила так, он сдал весь Харагат Баалу. Идем следом за ним. Добавляем гнездо щит по квесту Ларзука, вставляем туда максимально крутой доступный алмаз. Скидываем лаве на всякий случай, чтобы не потерять при смерти. Посмотрите только, какие у нас охуенные резисты. Как же хорошо мы теперь запакованы. Возвращаемся к поиску предателю. Обегаем, как обычно, первый уровень локации по кругу. В каждую комнату заглянули. Спасибо, папаша. Опа! Казино дарит нам желтую броню как постоянному клиенту. Она дает кучу защиты и немного добавляет резист к молнии. Самый слабый нашей стихии сейчас. Далее скупая оружие, но что-то одна шляпа, честное слово. Я исчерпал удачи в слотах. Ладно, возвращаемся в подземелье. А вот и Нила так, во всей красе. Был. Награду Ани персонализируем нагрудник. Закроем квесты. Ролим оружие, но это вообще ни о чем история. Самое слабое звено у нас — оружие. Ну, как самое слабое? Скорее, просто можно было лучше. Вообще, у меня был план заролить в Гэмбл цепь белого качества и зачаровать его у Чарси. Но, как я понял, шанс этого меньше процента, а именно 0,1. Это слишком много круток. Приходится забить. Все, к сожалению, это последний поход в уважаемое заведение. Ёбаный рот этого казино, блядь! Ныряем в путь древних. Находим какой-то нереальный меч аккурат под наш билд. Плюс 6 к священному огню. Очень классная шмотка. Вагон урона еще дает. Аж печально продавать. Вылезаем на вершину к древычам. Как видите, даже 1 против 3 мы можем с ними драться. Надо просто быть чуть осторожнее, чтобы все трое не пинали. И все. Улучшаю рандомный топор у Чарси и продаю. Просто чтобы закрыть квест.
Скипаем святилище мира издания. Трон разрушения. Первая волна вообще ничего не смогла показать Палу. Слоты крутить было сложнее, чем их одолеть. Хотя забейте, там же Unreal выиграет. Вторая волна тоже слабенькая. И третья. Бля, ну от Веном Лордов попасть в просак это уважаемо. Даже фиданули раз какой-то маг от них. Скамим приспешников разрушения. Добиваем доходягу одного. Бал. Интересно, что прилетает достаточно больно по нам, хотя с резистами все файн. Но окей. Наша цель не подставляться под дух братиков. По возможности использовать окружение. В общем, мы подходим к концу, как видите. Челлендж понравился, ставлю 8 из 10. Если бы не 4-й акт, было бы все 10. Всем советую. Если честно, то тут билд был бы неплох даже на кулаках. Это отсылка к первому видосу. Тогда я сделал странный выбор, взяв Амазонку, ибо мы, грубо говоря, играли без шмоток и без скиллов. Наверное, думал, будет легче, но не суть. Че-то бал закончился. Портал, кстати, я так и не смог войти. Он оказался в колонии. Результаты на экране. Потратили бабла больше, чем за 4 акта до этого. Выводы. Стало немного другое отношение к гэмблу. Из него можно вытянуть шмотки, которые пока ограничены локацией, а в нем они есть. Также, если у персонажа все хорошо с уровнем, то имеет смысл иногда заносить бабло. Ибо под конец прохождения мы были одеты в кучу желтых шмоток. Конечно, это не предел мечтаний, но и назвать это пустой тратой денег уже нельзя. И кстати, этот челлендж имеет право на продолжение на уровне сложности Nightmare. Если вам понравился челлендж, можете закинуть монетку на DA или Boosty. Это может не уволиться нахуй заниматься любимым делом нон-стоп.